Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 20 февраля. Обязательно 20 февраля посадите луковицу. Скажите определенные волшебные слова, и таким образом вы сможете привлечь достаток и благополучие в свою жизнь. Почему именно 20 февраля? Что это за такие магические слова? Далее более подробно в этом видео, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Всем приятного просмотра и чудесного дня! Итак, друзья, 20 февраля православные верующие отмечают День памяти святителя Парфения. В народе он известен как День Луки или по-другому Могушница. Будучи в юном возрасте, Парфений раздавал деньги нуждающимся, а зарабатывал их он сам, работая и помогая людям на рыбалке. С 18 лет мальчишка стал целителем и с помощью молитв и обращений к Богу мог лечить болезни и изгонять всякую нечисть. Второе название от Дня Луки пошло от травы лопчатки, которая имела крестообразную форму, и считалось, что в этот день она выделяла могущественную силу. Отсюда пошло и название «могушница». В этот день хозяйки готовили пироги с начинкой и используя при этом лук. После этого они угощали нищих людей, которые встретят на своем пути. Люди верили, что чем больше сегодня поможешь незнакомцу или близкому человеку, тем больше доброты потом сам и получишь. А вот погода намекала в этот день, если солнце становится красным на закате, то летом можно не ждать жары. А вот плохой сенокос в этом году мог предвещать зимний гром. Увидели много белок в одном дупле, значит, будет в скором времени сильный мороз. Домашние птицы притихли тоже на морозную погоду. Продолжительным морозом может предсказать погоду и крот, который остался в норке, закрыв вход. Туман в этот день к оттепели, а иней на ветках деревьев только к морозу. К теплой погоде облака и синего цвета. Обращаем ваше внимание, что сегодня, 20 февраля, в народе запрещено было устраивать свадьбу. День Луки считался поминальным днем, поэтому для молодой пары это все-таки был плохой знак. Прежде чем делать свадьбу, определитесь обязательно с датой, которая вам больше нравится или несет какую-то значимость для вас. После уделите внимание этому дню и постарайтесь узнать побольше информации. И, возможно, вы узнаете что-то новое для себя. Обязательно всегда знакомьтесь с цифрами. Возможно, именно они для вашей пары есть отличная дата или число, которому вы ранее не придавали никакого значения. Девушкам и женщинам сегодня, 20 февраля, не рекомендуется надевать зеленое платье, иначе именно этот цвет может принести неудачу. Стоит заменить столь яркий цвет на более холодный оттенок. Как мы помним, сегодня выходной, поэтому позвольте себе и спортивный костюм с кроссовками для прогулки. Отличный способ не заморачиваться и с выбором наряда, и по удобству выигрываете на все 100%. Оставьте этот цвет и наряд для рабочей недели, а можно и в понедельник так прийти, чтобы ослепить всех коллег вокруг. И внимание мужчин вы будете получать весь день. Помимо зеленого цвета пополните свой гардероб оттенками синего, фуксии и ярко-оранжевый. Напомните себе о скором приходе весны. Не стесняйтесь быть яркой, наоборот, все вокруг захотят, возможно, выглядеть как вы. Также добавьте ярких аксессуаров и можно даже поиграть с высотой каблука. Позвольте себе и женственный наряд. Наверняка пару вопросов о том, где вы купили такой наряд, прозвучат сегодня.
Обращаем ваше внимание, что 20 февраля – это один из наиболее благоприятных дней для лечения сердечных болезней. Посетите своего лечащего врача для сдачи всех анализов и консультаций. Не экономьте деньги и купите полный список всех нужных таблеток для лечения. Не забывайте употреблять их в течение дня. Для этого можно поставить себе как вариант напоминания или будильник. Употребляйте сегодня и больше фруктов и ягод. И делайте сегодня свежевыжатые соки. Кушайте как можно больше разных орехов, бобовых, семена льна. Овощи желательно употреблять сегодня только в вареном виде. А вот сны этой ночью могут вас сильно напугать. Может произойти что-то очень ужасное. Не переживайте. Это для вас огромный знак, что вам нужно решить те проблемы, о которых вы так давно думаете. Или, возможно, у вас есть сомнительные вопросы, которые до сих пор не закрыты. Обязательно соберитесь со своими мыслями самостоятельно или попросите совета у близкого вам человека. Обязательно задайте себе вопрос, почему вы до сих пор не сдвинулись с этого места, что же вам мешает, кто может вам помочь. Но ни в коем случае не поддавайтесь панике после увиденного во сне. Наоборот, настал период, когда вы можете взять себя в руки и собраться с мыслями, потому что результат уже где-то рядом. Отмените сегодня все свои походы за покупками. Наконец, вы сможете оценить всю прелесть уютного дома. На вас внезапно может накатить любовь к тихим семейным вечерам. И это правильно, потому что близкие все-таки без вас скучают. Сейчас в вашей жизни царит покой и достаток, поэтому не будите лихо, устраивая любимому сцены ревности. Такое поведение разрушит настроение, которым вы наслаждаетесь вместе. Помните, сегодня вы и ваш партнер – это идеальная пара. Вы разделяете схожие идеи, потребности и наслаждения. Ваша взаимная любовь – это главный повод для радости. Если вы одиноки, держите глаза открытыми и почаще сегодня смотрите по сторонам, потому что будущий бойфренд где-то рядом. И вообще в жизни у вас грядут большие перемены. Вас ждут чудесные свидания, в которых окажется столько романтики, что привычный спокойный уклад вашей жизни исчезнет без следа. Будьте, пожалуйста, сегодня и открыты к приятным сюрпризам. Не бойтесь неожиданных поворотов и возвращений. В целом день будет удовлетворительным и вполне позитивным. Улыбайтесь почаще, и этот день принесет вам радость и умиротворение. Люди, которые родились 20 февраля, вы знаете, эти люди именно к более старому возрасту начнут понимать язык растений. Не переживайте, вы начнете и общаться с растениями о жизни. Дело в том, что вы сможете понимать, какие растения от чего лечат, что лучше употреблять в пищу, какими цветами стоит окружить себя, что лучше подарить человеку из вазонов. Также вы сможете настолько хорошо разбираться в растениях, что вас даже пригласят к написанию характеристик о них. Ведь вы точно будете знать, что нужны для этого. Вы будете знать все виды, а именно лекарственные, декоративные, тропические, многолетние и колючие. Все до единого. А именинники 20 февраля – Лука и Парфен. И как мы уже говорили, обязательно 20 февраля проведите простую практику. Посадите одну луковицу. Обязательно выберите самую красивую, самую здоровую луковицу и обязательно ее посадите. Нет у вас земли на подоконнике, возьмите старый, используйте метод, возьмите водичку. Отправьте вашу луковицу и обязательно скажите следующие слова. Как этот лук вырастет, так и богатство мое расти станет. Да будет так. А когда начнут появляться стрелочки зеленые уже, обязательно их аккуратненько отрезайте и кушайте. Таким образом вы обязательно привлечете изобилие, достаток и благополучие к себе. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 20 февраля 2022 года.
по лунному календарю, друзья, нас сегодня ждет с вами 19 и 20 лунный день. Убывающая луна в знаке зодиака Весы. Считается по лунному календарю, что сегодняшний день несет в себе достаточно тяжелую, напряженную и опасную энергетику. Она просто витает в воздухе. Непростой, достаточно тяжелый этот день, который будет способствовать напряжению всех человеческих сил, что связано с колоссальной энергией, которая спускается в этот день из космоса. Это означает, что человек в этот день сам творит свою судьбу. И только от его поступков и мыслей будет зависеть то, в каком направлении будет протекать его дальнейшая жизнь. Избыточная энергия этого дня обостряет чувствительность, и человек становится, к сожалению, уязвимым. В результате он может поддаться чужому влиянию со стороны, от которого потом будет очень трудно освободиться. Помимо этого, вы легко сегодня можете оказаться и сами манипулятором других людей. Все это может привести к иллюзиям, самообману и неправильному выбору пути. Поэтому, пожалуйста, сегодня будьте готовы к тому, что даже самые лучшие друзья и проверенные временем партнеры могут предать и предложить идеи, которые в скором времени обернутся против вас. Так что проверяйте любую информацию, которая становится доступной вам в этот день. Не доверяйте никому и ничего. Если позволят обстоятельства этого дня, лучше провести этот день дома и никуда не выходить. В этот день хорошо очищать все материальное и духовное, душу, совесть, мысли, тело и дом. Желательно, чтобы в этот день в доме весь день горела свеча. Как вариант, посидите у костра, камина, при свечах. Полезно и мысленно покаяться в неправедных мыслях и поступках, избавиться от чужого влияния и даже смирить свою гордыню. Что же касательно стрижки волос, то сегодня лучше постараться расквитаться со старыми делами, а особенно с долгами. В этот день лучше держать деньги ближе к себе, иначе вы рискуете их потерять и не тратьте их на себя. Поэтому сегодня откажитесь от процедур и услуг парикмахера. Результаты все равно вас не обрадуют. Ваша карма не обрадуется потере даже небольшой длины волос и может сыграть с вами злую шутку. Массаж головы или косметические процедуры не будут вредны или полезны. Можете сделать их просто так для себя. Окрасьте волосы сегодня натуральными красителями, это привлечет к вам деловых партнеров. Сегодня необходимо расчесывать волосы через каждые 2 часа. Следует сегодня, 20 февраля, остерегаться пьяных, а также находящихся под влиянием наркотических или сильно действующих препаратов, так как такие люди, к сожалению, способны нанести ущерб не только моральный, но и физический. Поэтому будьте осторожны и внимательны.